Сирийская тема очень сложная. Очень сложная. Сейчас я просто считаю, что сейчас сам факт начала переговоров, о возможности начала переговоров имеет ключевое значение. Вот если нам удастся начать переговоры, о возможности начать переговоры, то вот это уже будет очень хорошо. А результативности пока я предлагаю вам особенно не задумываться, потому что пока вообще не о чем говорить. Вообще ничего нет. Так, это вот первый момент. Второй момент. Ну, а, собственно, где должно быть сделано оружие, которым воюет Сирия? Не так много стран, которые производят оружие. И понятно, что оно поступает, так сказать, сирийцам через международных посредников, через государства этого региона, которые их поддерживают, я имею в виду сирийскую оппозицию. Они их закупают на международных рынках оружия. Половина международных рынков оружия – это, как вы знаете, ну, мягко скажем, закрытые рынки, чтобы не использовать другое слово. Вот. Все это происходит под покровом ночи, в неочевидных местах. И поэтому у меня нет оснований считать, что Европейский Союз целенаправленно вооружает сирийскую оппозицию. Но естественно, что оружие там может быть откуда угодно. Понимаете? Там может быть оружие из массы стран мира. Поэтому мы знаем страны, которые занимаются, так сказать, активной поддержкой сирийских повстанцев. Это прежде всего ряд государств Персидского залива. Вот. Мне просто представляется, что вот этот год показал, что поддерживать ситуацию вот в ее статике нынешней дело абсолютно бесперспективное. Причем бесперспективное для всех, как мне кажется, и для Саудовской Аравии, и для Катара, и для США, и для всех тех, кто считал, что вот сейчас еще немножко, чуть-чуть, и вот эта оппозиция, так сказать, она свергнет Асада. Ведь там что произошло? Большая часть населения, которая следила за действиями оппозиции, она вдруг пришла к выводу, что им с ней не по пути. Понимаете? То, что в Сирии сейчас уже многие вспоминают правление Асада как время рая на земле, это мне абсолютно понятно. Потому что я был в Дамаске в феврале месяце, и даже в феврале месяце, когда уже были теракты и уже были боевые действия ограниченные тогда еще, вот, Дамаск был нормальным, так сказать, процветающим городом. Понимаете? А сейчас половина Сирии – это развалины. И вдруг население, даже критически относящееся к Асаду и к его правительству, увидело, что эти люди вырезают целые деревни просто потому, что это шиитские деревни. Что вы помните, что средства массовой информации устроили истерику по поводу гибели десятков тысяч человек в двух местах. Одно из них Хама, и второй город я сейчас забыл. Два подряд было таких случаев. И возникла, значит, истерика в западных средствах массовой информации, что правительственные войска убили мирных жителей. Все, забыто об этом, да? Потому что появилась информация, что это сделали совсем не правительственные войска, а очень даже антиправительственные войска. Там вырезали людей кинжалами, ножами. Правительственные войска так этим не занимаются. А действия правительственных войск, да, там большое количество трупов, но там другие типы ранений. От пуль, от танковых снарядов и так далее. Здесь ножами вырезали. И что-то почему-то вот наши уважаемые западные коллеги об этом совершенно ничего не пишут. Ну, написали бы хоть что? Какие последствия-то? Что-то пытались выяснить? Кто там все-таки это сделал-то? Так вот, в Сирии знают, что это сделали неправительственные войска. Понимаете? И поэтому и христиане, и шииты, и алавиты, и друзы, и курды. Курды же дистанцировались от этой оппозиции, хотя сначала думали о том, может быть, как-то присоединиться к ней, дистанцировались, потому что видят, что это совершенно не в том направлении идет. Это не в направлении демократии, это не в направлении многоэтнической Сирии, это не в направлении многоконфессиональной Сирии. И вот Нью-Йорк Таймс уже стыдливо признает, что, вот оппозиция не сумела завоевать умы и сердца сирийцев. Тех, которые как бы вот были неопределившиеся, да, и готовы были бы в принципе поддержать. И поэтому потенциал общественной поддержки в Сирии оппозиции, он, я бы сказал, ограничен той поддержкой, которую они уже сейчас имеют. Вот все меньше и меньше новых людей встают на ее сторону. Даже скептически или негативно относящиеся к нынешнему правительству. Потому что действия этой оппозиции оказались совершенно не теми, да, которых ожидало бы население, которое хочет надеяться на лучшее. И вот это очень серьезный момент. В Сирии произошел небольшой поворот.
Понимаете? Среди тех, кто наблюдал за развитием событий и думал, как определиться, вот на что рассчитывать. И многие сейчас люди видят, что это те вооруженные группировки, которые идут, и вот в частности те, которые, кстати, не признали эту национальную коалицию, потому что они не хотят быть никак связаны этой национальной коалицией, у них свои задачи, у них свои хозяева, я так думаю, свои центры опор. Вот эти люди, они решают свои задачи, а не задачи сирийского народа. И не задачи единой Сирии и так далее. Там совершенно другая повестка дня. И вот это уже сейчас в Сирии очень многим понятно. Потому что так, как нам представляли дело, сейчас Асад должен был бы находиться в осаде в своем президентском дворце. А вокруг должны были быть бушующие толпы недовольных. Но что-то я этого не вижу как-то. Вот у меня нет такого ощущения. Где эти вот бушующие толпы? Их нет. И напротив, есть очень большой страх перед вот этой, в кавычках, демократической силой, как нам ее представляли западные средства массовой информации, которая хочет там взять власть. Понимаете? Поэтому мне кажется, что вот результат этого года, 2012, простите, вот самый главный, это вот этот вот результат. Да, что оппозиция, значительная часть вооруженной оппозиции себя очень сильно дискредитировала. Своими действиями, своими атаками на мирное население, на христианские монастыри, своими заявлениями типа христиан в Ливан, а шиитов на кладбище. Они вот с такими лозунгами собираются прийти к власти. Поэтому вот мне кажется, что сейчас возникла какая-то ситуация, которая приводит к тому, что более реалистически оценивают положение. И в частности, те силы, которые борются за власть в Сирии. Это не борьба за демократию, это борьба за власть.